Привет всем! Вы на канале «Замуж в Индию». Сейчас у нас в Матаране, в нашем поселке, небольшая активность, поэтому мне удалось снять для вас интересные видео. А активность эта связана с праздником Холи. И в этом году как раз он выпал на пятницу, соответственно, у людей появились выходные, аж 3: пятница, суббота и воскресенье. Да, еще такой интересный момент, что именно играть, бросаться этими разноцветными красками в друг друга у нас в Матаране в день этого праздника запрещено. Ну, это будет только немножечко позже, чтобы не испортить бизнес, поэтому и запретили, чтобы постели были чистыми, чтобы отели были тоже чистыми, ну, в общем, в этих соображениях. Поэтому сегодня вы увидите просто много людей, как они интересно проводят эти праздничные дни у нас в поселке. Невеста сидит на ручках у жениха. Их везут на рикше в храм. Вы видите, сегодня у нас в отеле Magic Show. Выступает фокусник для гостей отеля. Сегодня много клиентов. Парам решил такое вот сделать небольшое развлечение для них. Ну, как бы, соответственно, когда праздники, цены достаточно высокие на номера, ну и чтобы люди чувствовали, что не зря заплатили столько денег. Ну, вернее, я даже посоветовала. Смотрите, даже на втором этаже есть зрители, видимо, им оттуда удобнее наблюдать. И представьте себе, вот эта вот пара, сейчас семья, точнее, вот муж, жена и маленький ребенок, 3 года этой девочки. Так вот, представьте себе, это мои клиенты. То есть они приехали к нам сюда, в Матаран, благодаря моему YouTube-каналу. Так, ну, с ними я вас познакомлю немножечко попозже. Они согласились дать интервью, рассказать, как они вообще наткнулись на мой канал. То есть это индийцы, вы себе представляете, даже индийцы смотрят мой канал. Все подробности узнаем немножечко позже, после выступления. Артур, кстати, увидел, что дети что-то едят и говорит: пап, сходи мне тоже что-то купи, я хочу как в цирке сидеть и что-то кушать. Так, немножечко поснимаю вам сами фокусы, может, кому-то это будет интересно. Он такой еще юморной, все смеются. О! Мауси, кол Мауси. Боже мой, как же ж мы забыли про нашу тетушку. Давай, давай. Я же Насиму говорю, а где же твоя коллега? Хотите, опять какая она красивая, нарядная. Ну, конечно, это интересно индийцам. Мне даже интересно, просто я уже в 155 раз смотрю, поэтому, ну, уже как бы все его фокусы знаю. Вот, но вообще, в принципе, это такое развлечение достаточно неплохое, особенно для семейных, у кого есть маленькие детки. Очень, знаете, они такие активные индийцы, с удовольствием включаются в эту игру, их не нужно заставлять. Вот, и еще хочу обратить ваше внимание, друзья, вы видите, у нас диваны сейчас без чехлов. Что с чехлами случилось, я вам тоже расскажу немножечко позже. Случилось что-то страшное. И мы узнали об этом вот благодаря нашей камере видеонаблюдения. वेरी कोई ऊपर झाड़ पे चले गए तो हाथ चलेंगे इतना नजदीक से कौन वेरी गुड Нету. А я видела, что он под мышку положил этот мячик. Вы видите? Нет. Даже вот я слышала, кто-то из детей увидел, что вот он под мышку. Значит, не под мышку. Это было специально для отвода глаз.
Тут все подумали, что подмышка, а он на самом деле куда-то в другое место засунул. Представляете, какие фокусы? Нету. Неже. Интересно. У него иногда новые какие-то. Этот фокус я не видела. Ну. Вот это да! Вот это да! Парам! Вот это да! और आपका नाम क्या मैडम? ज्योति। हाँ, ज्योति मैडम क्या होती है? और बीच में से बना मैडम? Как он еще постоянно что-то говорит. Вообще рот не закрывается. Завязал 2 платка на 7 узлов. Очень крепко. Заговаривает, запутывает. Так. Ну давай уже быстрее. Угу. Спрятал, видите, этот узел. О, вот это да! Слушайте, Копперфильд где-то курит в сторонке. Вообще потрясающе. See your customer Chetan and Arshada. Так вот, друзья, вот эти милые люди согласились дать небольшое интервью. Сейчас пора узнать, откуда они узнали про мой канал. आपने कैसा देखा था इसको चैनल देखा ना? यूट्यूब से लिंक था इसका नाम क्या? साइशा साइशा। कितना दोस्त? Сайша, девочку зовут Сайша, 3 годика ей. О, happy birthday. Вы представляете, оказывается, у него день рождения. Вот это да. Так что они сюда не просто так приехали. Холли, еще и birthday. Вот это да. Вот этот вот концерт фокусникам, можно сказать, ради них устроили. То есть я повторяю, что это была моя идея. Я какую-то ответственность почувствовала. В общем, они просто в Ютубе набрали Матеран и увидели, что как здесь чистенько, как здесь красиво. И вот девочке, говорит, очень понравился Матеран. First time? Are you first time in Матеран? В общем, глава семейства уже бывал в Матеране 1 раз, а девочки приехали 1 раз, и им очень нравится. То есть им попалось видео, где я показываю наш отель, им очень понравилось, что он чистенький, уютный, и они увидели в описании под видео телефон, номер телефона. Watch your wife channel. I know about all Madhumalti. I see rooms. Очень приятно, спасибо. Thank you. Johnny. Yes, Papa. eating sugar No, Papa. Pulava telling No, Papa. open your mouth Oh, twinkle 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 hey twinkle twinkle बोल How wonder बोल साइशा बोल не хочет. Ну что я могу сказать, очень приятные люди поселились у нас благодаря моему YouTube-каналу. Это настолько неожиданно, ну и плюс сейчас, ребята, мы, блогеры, сейчас практически не зарабатываем на монетизации. Я думаю, для вас это не секрет. Но у меня даже закралась мысль, может быть, в скором будущем я буду развиваться в этом плане. Вот. Ну а насчет еще этих людей хотела сказать, что им настолько тоже было интересно. То есть они когда увидели видео нашу семью, о том, что иностранцы, вместе с индийцем, и они вот мне кучу вопросов задали, а как вы познакомились, а как вы живете, а это у вас love marriage или arrange, ну, естественно, love marriage. В общем, много-много вопросов они задавали мне и Параму, но это я все на камеру не снимала. На прощание они обняли нас, обещали еще приехать. Невероятные впечатления, очень приятные, очень необычно. Я сейчас обалдела. Артур подружился с вот этими 2 девочками, ну, это наши клиентки, они 2 сестрички. И они у Артура спрашивают, а где твоя сестра, у тебя есть сестра? Он говорит, а у меня нет сестры. И потом такой смотрит на меня и говорит, мам, ну скоро ж будет, да? Скоро ж будет сестра. Я такая ничего не ответила, и он потом этим девочкам уже на английском продолжает. Вот, когда у нас квартира будет, когда мы встанем на ноги, тогда обязательно будет, говорит, у меня сестра. Ну, ему, похоже, реально хочется.
Потому что все вокруг, у всех его друзей, ну, у многих его друзей появляются сестрички или братики, и ему хочется. Но раньше такого не было. Раньше Артур наоборот, ну, как бы он понимал, что вот это как лишний род, сестра или брат, то это игрушки будут доставаться не только ему. Вот раньше у него такие были понятия, а сейчас нет, сейчас ему так хочется. То есть он говорит, я буду играть, там буду заботиться, буду ухаживать. То есть проснулись у него такие, знаете, вот как чувства, так сказать, братские чувства. Do you want sister or brother? А? Sister. Так, а сейчас я, как и обещала, вам расскажу насчет наших диванов, что же такое произошло и почему они сейчас оказались у нас без чехлов. И утром, проснувшись, мы увидели эти чехлы, разодранные в клочья. Просто их кто-то так покромсал, но и кто их-то сделал, мы увидели благодаря нашей камере видеонаблюдения. Так вот, Варам нашел эту запись. Ребята, сюда на ресепшн прибежало, наверное, 10 или 15 собак. И они как будто бы как с ума посходили. Что они творили? Они тут прыгали, скакали, орали, господи, лаяли, кавкали. Ну что-то невероятное они творили. Но самое интересное, что я не проснулась. Ладно, Парам у нас всегда, так знаете, всегда спал очень глубоко, но у меня всегда был сон очень чуткий. Малейший шорох, кто-то заходит во двор, я все всегда это слышала и просыпалась. Но вот из-за последних событий у меня сон сильно нарушился, потому что первое время я постоянно сидела в телефоне, смотрела все эти новости, засыпала очень поздно, просыпалась среди ночи, ну потом спустя какое-то время я перестала это делать, я сейчас сконцентрировалась больше на своих близких, переписываюсь только с ними, стараюсь смотреть что-то более позитивное и вселять надежду в своих родных. Вот. Но все равно с моим сном так и продолжаются какие-то проблемы. То есть я засыпаю поздно, просыпаюсь рано утром, а вот именно вот этот промежуток, когда я сплю очень-очень глубоким сном, что даже вот это вот меня не разбудило. Да, так что вот такие вот у нас собачки. Я их тут, понимаете, кормлю каждый день, а они вот так вот нас отблагодарили. Как Артур на всю эту ситуацию сказал, что вот какие у нас охранники, говорит. Ну а сейчас, мои дорогие зрители, полюбившаяся многими рубрика «Воскресный базар». Давайте вместе прогуляемся по нашему рынку. Хай, Бавин. Пришли на рынок, смотрите, Бавин кормит своих питомцев. Это его собачка Кэнди. Смотрите, что он ей дает. А ну, show me, what is this? Это dry fish. Вы представляете, сушеную, Парам пошутил, говорит, а что же он пива не дает? Да, это обязательно. Сушеная рыба без пива – это деньги на ветер. И смотрите, вот здесь вот ниха. То есть практически каждый раз, когда мы приходим на рынок в воскресенье, мы встречаем наших друзей ниху. Ну, Бавин тут, в принципе, работает, его и каждый день можно встретить. И ниху, в общем, много-много-много знакомых. Там еще котик, да, where is cat? Там еще где-то котик. Ладно. У него их несколько, вон маленький котенок тоже жует рыбку. Вот, и мы пришли сегодня за рыбой. Рыбу у нас приводят 2 раза в неделю. По воскресеньям мы часто вместе ходим, ну и за рыбой, и плюс еще каких-то овощей, фруктов прикупить. А Артур уже увидел цветы, ему хочется цветов. Ну сейчас, сыночка, сейчас мы основное все купим, а потом посмотрим. Вот видите, какая огромная очередь возле рыбы. Вот еще хочу обратить ваше внимание, какая сегодня удивительная погода для этого времени года. Видите, все небо покрыто облаками. Даже, может быть, они скоро соберутся в тучи. И предупредили нас, что в течение 3 дней, возможно, будет тайфун, сильный ураган. Но здесь настолько сильные ураганы, что мне уже аж страшно становится. В прошлом году, когда был ураган, очень много деревьев повалило, домов, крыш. Ну, несколько отелей пришло даже в негодность. В общем,
В общем, ребята, вокруг какие-то бедствия. А вот как раз здесь продается сушеная рыба. Ее при приготовлении обязательно подвергают термической обработке и куча специй. Но иначе по-другому здесь индийцы не едят сухую рыбу, ну то есть не так, как у нас там, да, с пивом. А вон наша Ниди. Очень много знакомых можно встретить. Смотрите, в шортиках пришла на рынок. Я ее показывала много раз, поэтому обращаю ваше внимание, возможно, кто-то ее запомнил. Что, сынок, говори? Не на камеру. Хорошо, выключаю. А мы сегодня решили попробовать вот эту вот рыбу речную. Видите, Артур все-таки настоял на том, чтобы мы купили ему цветок новый. Вот в этот раз выбираем вот эти вот чернобрывцы. 70 рупий стоит. Довольный Артур. Предыдущий цветок у него не прижился. Потом мы еще тулси покупали здесь. Она прижилась. Вот, ну и этот, надеюсь, что приживется. Все? А что ты хочешь еще? Что? Пот? А, он еще хочет горшок. У нас в комнате мы сначала посадили цветок, который мы купили в прошлый раз. И он в комнате не прижился, потому что у нас недостаточно цвета. Артур так ухаживал, поливал, даже выносил иногда на улицу, но все равно. А потом уже на улице пересадили, а у нас там обезьяны, козы. В общем, в этот раз этот цветок он будет уже сажать внизу, там, где у нашего босса, там есть что-то типа такого небольшого сада, и там все огорожено. Что, Сочи, котик? Может, другой цветок, просто папа будет их рвать и на пуджу ставить. Нет, мы папе не дадим. Папа в качестве подношений подносил, когда делает, совершает пуджу, это религиозный обряд. Там положено цветы класть. А мы не дадим, нет, мы папе не дадим. Все, идите уже быстрее. Тоже могут обезьяны напасть по дороге. Как-то они смешно смотрятся. Артур с этим арбузом, Парам с цветком. И я иду сзади них, представьте себе картина, со своей камерой и с этим пухнастым микрофоном. Так что неудивительно, что нас здесь все знают. Да. О, представьте себе, наша знакомая Хиджа. Hi, how are you? Are you okay? Nice to meet you. Окей. Вы помните, я снимала. Bye. Но она сказала, что подойдет позже. Я иду, ну, знаете, я же тоже на своей волне иду. Что там хотела интересное снять, достала камеру. И она нас узнала, представь. А вот, ну, как бы я про Хиджу вам подробно рассказывала, так что, кому интересно, пересмотрите, пожалуйста, то видео. Сегодня мы уже не будем на этом останавливаться. А вот, кстати, опять хочу обратить внимание, что многие девушки, сейчас жаркий период, многие в шортах, в коротких платьях, в юбках, но если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что под низом, под вот этими вот короткими платьями у них шортики, да. Они надевают на себя короткие шорты, и иногда вот там прям даже их заметно. То есть тут нет такого вот, что наклониться и нижнее белье наружу, здесь такого нет. Вот, ребята, этот сад, видите, вот такая вот территория, здесь вот сверху сетка, вокруг забор, и поэтому сюда козы не проникают. Так вот, Артур, давай хвастайся, показывай, что ты тут уже насажал. Ну. Вот тулси моя. Смотри, самый большой листик и вот еще листик. Ну вот, самые хорошие, спелые уже листики. Здесь одна, там еще будут разрастаться цветы. А это уже просто цветы. Я уже еще сделаю заборчик, чтобы обезьяны не покусали. Тут же только там сетка, а здесь нету сетки. Так что зря мы горшок купили. Посадили, видите, вот в этот вот большой, что был. Видимо, здесь какое-то растение было, которое погибло. Вот еще Артур забыл показать картошина, картошка, которую он посадил. А вот еще, смотрите, прикольно здесь, видите, балкон.
У нас там есть большой номер двухкомнатный, и это балкон. Вот, ну и я же говорю, что я сюда особо не хожу, когда здесь наш босс находится, потому что, ну, он здесь сидит со своими друзьями, я не хочу как бы их смущать, и сама смущаюсь, поэтому вот когда его нет, тогда мы сюда приходим. И, ну, Артур, может, как бы его особо это все не смущает, он приходит в любое время, там, поливает, ухаживает за растениями, а я здесь редкий гость. Ну все, будем прощаться. Спасибо, что были со мной. Но на прощание, конечно же, я желаю всем нам мира и добра. До свидания, до новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.